Всем привет! Добро пожаловать! Это видео для тех, кто изучает русский язык. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. В этом видео я покажу, как я крашу яйца к Пасхе. Пасха– это праздник. Об этом празднике я уже рассказывала на медленном и понятном русском в этом видео. Посмотрите его, если еще не смотрели. Итак, в этом видео я покажу, как я красила яйца к Пасхе, что для этого нужно и сам процесс. Сначала нужно сварить яйца. Выкладываю яйца в кастрюлю. Одно яйцо оказалось битым. Жаль, но оно нам не подходит. Нужно его убрать. Включаю газ. Пока яйца варятся, подготавливаю все остальное. Мне нужна тарелка. На нее я кладу бумажное полотенце. Беру обычную чашку и пакетик красителя. Мне нужна горячая вода 70-90 градусов, поэтому я ставлю чайник. Пока у меня есть время, я подготавливаю вот такие термонаклейки. Мне нужно их разрезать. Яйца сварились. Оставляю их в горячей воде, это важно. Далее я высыпаю краситель в чашку, он в форме порошка, и добавляю горячую воду. По инструкции нужно добавить уксус. У меня не было обычного уксуса, только яблочный, поэтому я добавляю его. И нужно все хорошо перемешать. Теперь аккуратно беру вареное яйцо и опускаю его в краситель. И упс, тут я вспомнила физику и поняла, что я налила слишком много воды. Поэтому позже я вылила немного красителя. Жду 3 минуты и достаю уже красное яйцо. Выкладываю его на бумажное полотенце. Ну и то же самое проделываю с остальными яйцами. Теперь я выбираю, какие термонаклейки я буду использовать. Я выбрала вот такие. И для них нам нужен кипяток. Поэтому ставлю чайник еще раз. Достаю яйца из кастрюли. Нужно, чтобы яйца были сухими, поэтому я вытираю их бумажным полотенцем. И надеваю наклейку на яйцо. Вот так. Нужно надеть их ровно, по возможности. Одно яйцо оказалось слишком большим,
поэтому оно остается без наклейки. А теперь будет магия. Берем кипяток и поливаем наши яйца. И вот результат. Потом я подумала, что просто красные яйца выглядят немного скучно, и решила кое-что добавить. Беру вот такую кружевную тесьму и делаю небольшое украшение для яйца. Теперь нужно их красиво положить в эту корзину. Просто корзина – это скучно, поэтому в нее я кладу полотенце. Нужно только найти, как правильно его сложить. Вот такая корзина у меня получилась, но мне это тоже показалось скучным, и я решила добавить сухих цветов. Композиция с пасхальными яйцами готова, и я приступаю к выпечке. Традиционно на этот праздник мы готовим кулич. Я не буду показывать процесс подробно, потому что я не готовлю традиционное блюдо в этот раз. Я делаю вариант для ленивых. Просто то, что будет хорошо смотреться на столе. Я приготовила краффин. Это что-то среднее между круассаном и маффином. Верх у кулича обычно белый, но я не хотела делать обычную глазурь из сырых яиц. Поэтому я сделала глазурь из сахара, воды и желатина. Все взбила блендером и намазала массу на мой краффин. Украсила посыпкой в виде вот таких жемчужин. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Желаю вам светлой Пасхи или просто хороших выходных. Пока-пока!